Здравствуйте, мои хорошие. Долго не было, болел, да, сейчас лучше стало, полегче, ну, правда, я не знаю, видно, не видно, у меня еще полстороны отекшей. Но иду на поправку, все хорошо. Курс лечения еще продолжается. Сейчас посмотрите диалог. Ну, диалог как диалог. Интересный собеседник был, но не выдержал, ушел, да. Не нравится им, не нравится то, что люди с ними не соглашаются. Приятного просмотра. Здравствуйте. Привет. Как дела? О чем беседуете? О разном. В основном политика, война. О, Если интересно. А вы с Россия... Украины, правда? Ну да. А вы? Нет, я не с Украины, я с Германии. Извините, у М. вас сзади окно, да, вас? Какое окно? Это обои. Извиняюсь, я думал, это занавеска. Я хотел... Обои. Понял, извиняюсь. Я думал, это занавеска. Хотел спросить, почему тогда темно так у вас? А что обсуждаете? Вот, я думаю, чаще всего это конфликт России с Украиной, если про политику. Ну да, да. Меня зовут Федор. Вас как зовут? Меня звать Александр. Приятно познакомиться. Вы приехали с какой страны в Германию? Казахстан. На то время уже М. был суверенный Казахстан. Родился еще в Советском Союзе. Понял вас. Ваши предки были немцы, да, получается? Да, они переселились на Кавказ. С Кавказа были депортированы в Казахстан. Потом, когда после смерти Сталина прадед с прабабушкой вернулись на Кавказ, а дед мой остался в Казахстане. И вот с Казахстана мы потом сюда выехали. Мгм. Ну, вы не планируете возвращаться в Казахстан? Все-таки в Германии там как бы кризис, там все дорого и так далее. В Казахстане Понимаете, вроде... я понимаю ваш вопрос, но нет, таких мыслей нету, потому что мы сюда приехали не потому, что тут колбаса вкуснее или дешевле, а правда по этническому вопросу, то, что мы вернулись домой. И как тут дальше Подождите, хорошо Вы будет или вернулись, плохо вы будет, ну, приехали в ту страну, языка которой вы не знали. Что там для вас я родного? лично не знал, но Антракт-Штеллер, тот, кто ставил антракт, он знал. А антракт это прошение или договор, просто точно не знаю, как перевести на То есть русский. ну, как бы, тут, знаете, сказать, что это домой вернулись, но вы, мягко говоря, Да, ну, вернуться туда, где никогда не был, это очень не был, затруднительно. да, здесь другой менталитет и другой язык, то есть все другое. Бесспорно, не я как личность вернулся, вернулась линия крови. Ваши родители знали немецкий язык? Тоже не знали? Что-то знали, что-то не, но не разговаривали. Ну, понятно. Тоже, да, не знали языка, то есть вся ваша семья поехала на чужбину, как говорится, Ну давайте для нам них. Если по вашему мнению, Кличко украинец или не украинец? Ну, украинец. А как так? Один родился в Кыргызстане, другой там в Казахстане или в Туркменистане. Какого бока они украинцы? Я родился в России, но я украинец. Я Кличко, мы родился, но пока за это не значит, что я Кличко. там жил. Потому что это всем известный персонаж. Смотрите, место рождения это одно, а там, где человек прожил ну, как бы сознательную жизнь, это другое. Ну, А как как вы бы думаете, разные сколько вещи. лет я здесь прожил? Я не знаю, ну сколько. 24 года, большую часть своей жизни. Вы, ну, понятно, вы ребенком переехали, да, ну, Нет, мне было родители-то ваши уже. 20 лет, когда я сюда переехал. Да? Да. А, ну, уже взрослый. Ну ладно, это не важно. Личное, как бы я на личные темы не сильно как бы Нет, ну люблю очень общаться. странно. Здесь я как бы на чужбину, а Кличко-то свой. Вот тут подход мне, знаете, вот удивляет. Ну да, ладно, Вы оставим. 20 лет своей жизни с рождения прожили там. Кличко 20 лет своей жизни прожил в Украине, первые 20 лет. Так к Понимаешь, чему можно, Федь, можно на ты? можно? Понимаешь, первые свои 10 лет я прожил в Советском Союзе. Последующие 10 лет я прожил в другой стране.
И самую большую часть своей жизни я прожил в Германии. В одной стране 24, Это там по уже, 10, а это уже здесь сейчас, 20. на данный момент, большую часть. А если взять 15 лет назад, то ну, были другие цифры. Понятно, что привык, социализировался. Просто сравнение с Кличком неправильное. Кличко прожил 20 лет жизни в Украине, поэтому для него Украина это родная страна, не Германия. Так понимаешь, мы когда еще там жили, мы идентифицировали себя как немцы. У меня как по маме, так и по папе немецкие корни. Не то что корни, а мы просто немцы. Мы праздновали праздники немецкие, отмечали, но также и русские, и казахские, так как мы жили в той среде. Как это пфлегивали, не ухаживали, это неправильное слово. Господи. Праздновали. Ну, и свою культуру мы как бы, и кухня у нас своя была, да, кушали мы блюда свои немецкие. Также и русские, также и казахские. Почему-то у одних людей понятно, это как бы воспринимается, а у других, ну да, ладно, договорились оставить, оставим. Я так правильно понимаю, что вы в конфликте России с Украиной склоняетесь в сторону Украины, что это все-таки Россия виновата, на ваш взгляд? Ну, смотрите, виноват тот, кто проявляет агрессию, тот, кто нападает. Если бы Украина напала на Молдову, поверьте, я бы Украину не поддерживал, я бы был за Молдову. Вот и все. Обычная логика. Мне с детства учили, что тот, кто нападает, тот не прав. Ну вот видите, вы не застали, да, Советский Союз? Застал. Не, я же родился, в 9 лет прожил при Союзе. Так мы с вами почти ровесники. Застал. Ну, наверное, да. Да, я с 81-го года. Так, нас учили не то, что кто первый напал. Так если я что-то неправильно сказал, поправьте меня, в чем вы не согласны. Нет, понимаете, мы два человека, два индивидуума. То, что для меня, допустим, истина, для вас это, возможно, неприемлемо. Мы можем как бы прийти к общему какому-то компромиссу, да, найти какой-то общий знаменатель, но взгляды у нас по-любому будут отличаться. И правильно, неправильно здесь не совсем правильно. Я понял, да. Взгляды, сколько людей, столько и мнений. Но я как бы пытаюсь аргументировать, основываясь на каких-то документах на международном праве. Обычно аргументация ватников, знаете какая? Ну, право сильного. Ну и что? Или я вот как подобные ватник право сильного еще ни разу как бы не употреблял в своем сленге или не опирался. Я не говорю, что это. вы же еще свое мнение не высказали. Я просто говорю, с чем я обычно сталкиваюсь. Да, я подтверждаю, как бы, да, я слышал это, но я как ватник сам лично никогда пока еще не ссылался на право сильного. Ну это такое себе, знаете, на мой взгляд. Это право, которого нигде не прописано, поэтому, оно не прописано, но в нашем мире, Федь, в нашем мире, черт возьми, кто держится за эти прописные правила? Понимаешь, если мы будем, Федь, если мы будем с тобой предъявлять России за то или иное действие, мы должны осуждать подобные действия во всем мире, а не только предъявляя России эти действия. И тут мы приходим к Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки делали то же, что и Россия. Вернее, Россия то же, что и США делает. Ты правда так думаешь? Ой, Соединенные Штаты много чего сделали за последние 50 лет. И я вот не вижу, честно сказать, ни мирового осуждения какого-то, да, и также как бы в ниже ступени, в народах, как бы тоже, да, кто-то понимает, но как бы закрывают глаза. А вот как Россия что-то там оступилась, мы тут поскакали. Я не сказал, что США святые, они тоже были во многих конфликтах неправы, я этого не говорил, но то, что делала Россия, Америка не делала. А что делала Россия, что не делала? А вот подумай, задумайся. Сравнить нашу войну и любой конфликт, где США участвовал. Вот подумай. Да, Россия, допустим,
или Америка не строила школы, не строила дамбы, не строила... Нет, неправильный ответ. Не создавала рабочие места. Я с тобой Еще вариант. Что? Что нам гадать? Зачем нам гадать? Говорите. Ну хорошо. Какую территорию за последние 100 лет Америка к себе присоединила? Ой, сейчас вот Трамп слышал, что говорит. Нет, то, что говорит, он говорил, что за сутки закончит войну. Всему верить нельзя. Какую территорию? Никакой. Территорию Америка за 100 лет возьмем. Или после 45-го года. Да? Ну ошибаешься. А что присоединила к себе Америка? Аляска была присоединена. Так Аляска была куплена и законным способом присоединена. И это было не... надвое сказала. Нет. Россия не оспаривает, получается, Аляску. Значит, если бы была спорная территория, оспаривала бы. Пока она не оспаривает. Пока давай то, что будет когда-то. Посмотри, в каком году американцы сделали с Аляски, признали своим штатом. В каком году? Давай сейчас посмотрим. Посмотри, сейчас назовем сумму, за которую купила. Да все можно найти. Это подожди, секрет. Федь, пожалуйста. Не лезь ты в эти этот лес густой в столетний... Нет, так я сказал, подожди, но я сказал, в чем разница между Россией и Америкой. Да, официально посмотри, пожалуйста, когда американцы признали Аляску своим штатом. Подожди, сейчас попробуем найти. Смотри, ты видишь, ты не прав. В 1867, а я сказал за последние 100 лет. Что в 1867 что произошло? Подписание договора между российской... Так я ж у тебя о другом говорю. Я ж говорю, посмотри, пожалуйста, когда Соединенные Штаты признали Аляску своим штатом. Хорошо. Посмотри год. Когда Аляска стала штатом. Официальный статус Аляски, да. Там что, да, сейчас посмотрим. Удивишься. 1959 год. Вот видишь, совсем недавно. Интересно, да, так получается? Она же не захватила военным путем. Ну это все равно... нарушая... Я не спорю, Федя, я не спорю. Нарушая все законы, не присоединила к себе, понимаешь? Я не спорю, но тут так как временные отрезки очень большие, почему она сразу это не сделала? Тут можно задаваться вопросом. Я могу сейчас, я сейчас могу Советскому Союзу вспомнить Курильские острова, я могу вспомнить Кенигсберг Советскому Союзу, да, могу вспомнить Карелию, но мы же не говорим, что Советский Союз агрессор, да, мы же этого не говорим. Хотя тоже как-то территории вдруг после Второй мировой войны появились какие-то территории. Но он же не завоевывал. Очень волшебным образом, да. Волшебным образом. Но мы не обвиняем Советский Союз, а Америку ты сейчас обвиняешь. Я обвиняю Америку. Ты же про Аляску как? Федь, я призвал лишь тебя как человека. Если мы осуждаем действия, то мы должны осуждать эти действия у всех, а не выборочно. Я осуждаю, допустим, Вьетнамскую войну, да, Америки. Я осуждаю. Но Америка к себе ни 1 километра Вьетнама не присоединила. Америка не раздавала там паспорта США, не раздавала гражданство вьетнамцам. Понимаешь, вот в чем разница. Всего лишь. Понимаешь, если что-то произойдет, что немножко отклоняется... доллары во Вьетнаме, кстати. Я понимаю тебя, просто если американцы там каким-то другим способом проявляли свое влияние, это не значит, что русские как бы именно так должны следовать. Каждый делает по-своему.
кто-то раздает паспорта, кто-то не раздает паспорта. Да, вот в том-то и дело, что по-своему. То есть две большие разницы, как Россия действует и как Америка. Да, но паспорта России, они не под автоматом выдаются. Человек добровольно идет и делает это. Конечно, добровольно. Когда он знает, что его не возьмут на работу, ребенка не возьмут в школу, его не поставят на учет в поликлинике без российского паспорта. Все правильно. То, конечно, он пойдет и возьмет паспорт. Конечно. Все правильно. На оккупированной территории, да? Я же не спорю. Ну, ты правильно говоришь. Есть государство. В государстве есть определенные своды, правила и законы, которым следует человек. Если только этот человек не приехал в Московскую область или там в Сибирь, он жил на территории Украины, пришел агрессор и захватил его город. Понимаешь, в чем разница? Нет, я Мы не говорим о том, что человек приехал с Украины и говорит: я хочу с украинским паспортом там пойти на работу устроиться. Да. К нему приехал агрессор и его оккупировал. Агрессор, оккупация, это все, знаешь, я слышу эти слова постоянно как с украинской стороны, так и со своей западной стороны. Но я также слышу еще голос восточной стороны. Я еще и слышу голос тех людей, которые взяли эти паспорта. И я вижу лица этих. А я лично общаюсь с людьми, которые выехали вот с Херсонской области, Запорожской. Выехали от оккупации 5 дней, через 20 с чем-то блокпостов выезжали на подконтрольную Украине территорию. Это я слышу. И как они жили полгода под оккупацией. Я тоже много слез, поверь, услышал и увидел женщин. А вот к чему, как это все произошло, что вот граждане Украины до 2014 года, я имею в виду в границах Украины, что произошло в стране с обществом, что вот люди так, ну, плачут. Одни плачут, потому что были под оккупацией, другие радуются теперь. Что произошло? Произошла агрессия России, что? Оккупация Крыма? Ты про 22-й год мне говоришь. Про 14-й, про 14-й. Крым это 14-й. В 2014 году агрессию Россия не проявляла. Что такое агрессия? 33-14, по-моему, это описание агрессии. Подожди, родной Федь. Это описание, и оно очень точное. Но оно вступает в силу только если нету предыстории. Нет. А предыстория имеет быть месту. Нет, ну это твоя фантазия, ты пытаешься оправдать агрессию. Пятый пункт, это вот пятый пункт. Хорошо. Ты думаешь, что не пытаешься. Открой сейчас резолюции, и пятый пункт этой резолюции. Вот открой сейчас и прочитай. Я тебе, чтобы время не тратить, скажи мне, я буду тебе доверять, я буду отталкиваться от того, что ты говоришь. Хорошо, в пятом пункте написано, что никакие действия не могут быть оправданием агрессии. Там политические, экономические, еще какие-то. Ничто не может быть оправданием агрессии. Вот все. Все, я тебе верю. Открываем. Что нам надо открыть? Пятый пункт. 33-14. Пятый пункт. Да, по-моему, пятый. Не, как? Резолюция, да? Это просто 33.14 и текст резолюции сразу найдешь. 33... Хоть в Википедии, может. Резолюция ООН 33.14. Определение агрессии, да? Так. А тут статья 1, статья 3, это вот это 5 ты имеешь в виду, да? Вот, все правильно. Да. Никакие соображения любого характера, будь то политический, экономический, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность, и никакие территориальные приобретения или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются, не могут быть признанными. Ничто в настоящем определении не должно таковаться. Нет, здесь есть момент, подожди, тут, по-моему, или 3, или 2. Ну, ты согласен, что ты вот
пытался мне найти оправдание агрессии. Нет, здесь... ее не может быть, все. Это не оправдание агрессии. Здесь вступает еще другая статья. Статья также ООН, я не помню ее, по-моему, 2, о самоопределении народа. А еще статья ООН есть, не помню тоже номер ее, в которой, которая гласит, что самоопределение не может быть следствием дробления или изменения границ страны. Хороший пункт. Вот до твоего пункта там еще есть пункт, который поясняет, если нету, этого не должно происходить, то, что ты рассказываешь, если нет никакой внешней или другой опасности для людей, для этого народа. Это да, есть такое. Хорошо. Какой народ самоопределился в Крыму? Крымский. Нету крымского народа. Не было, да, он самоопределился. Нет, так не существует крымского народа. Такого нет, просто не. Так же, как народа Донбасса не существует. Их как нации не существует, да, но как народ, как население они существуют. И они высказали свое волеизъявление. Тут, понимаешь, мы с тобой можем соглашаться или нет. Стоп. Ну, так оно было. Да. Вот по Крыму очень интересно. Высказали на референдуме, да? Ты имеешь в виду? Да. А за 10 дней до того, как референдум прошел, какой указ был? Постановление это, скорее всего. Постановление, да. От 6 марта. Найди. Вот интересно, как ты объяснишь, когда за 10 дней до референдума. Подожди, а в чем, что в этом постановлении тебя смущает? А ты его читал? Ты это понимаешь как утвердительную форму, правильно? Подожди, вот референдум 16 марта. А что 6 марта постановил парламент Крыма? Что постановил? Уже был 6, ну вот найди постановление, нет, что ты сам прочитал. Но ты это воспринимаешь как законодательство какое-то. Они, люди, власть, подожди, я тебе немножко проясню. Ну или хотя бы объясню, как я это вижу. Смотри, власть Крыма понимает, что происходит у них в столице, в Киеве. С этим они не согласны. Они знают, что их население... Мы не знаем. Мы этого не знаем, согласны или нет. Их поступки об этом нам говорят. Какие поступки? Вот эти постановления. Власти. Так постановление уже было после того, как случилась оккупация. Когда уже парламент Крыма оккупирован был. Люди, до оккупации России какие были поступки? Давай пойдем твоей дорожкой и примем то, что власть Крыма предала украинство, пошла на поводу у российских оккупационных войск. Давай вот эту с тобой роль разыграем. Примем это как заход. А народ... Мы не знаем, что народ хотел. Были проукраинские митинги в Крыму. Ты знаешь об этом в 2014 году? Были. Ну. Так а что их мнение не спросили? В процентном соотношении населения это большие? А этого никто не знает. Никто же не знает. Никто не знает. Это мы можем сказать, Федь, уже после того, как на референдуме люди высказались. На референдуме, смотри, по поводу этого, значит, за 10 до волеизъявления народа, вот мысль улови, за 10 дней, указ, в котором в первом пункте написано: постановляем войти, фаза, что я тебе хотел сказать, Республику Крым в субъект Российской Федерации на правах, на права субъекта. За 10 дней. Вот так, это как? Так я ж тебе объяснял. Стоп, народ не голосовал, мы еще не знаем, как народ проголосует, мы не знаем. А уже постановление о вхождении в Россию как субъекта Российской Федерации. Это как? Логика как у тебя? Я ж тебе объяснял про это. Ты не дослушал. Ты не объяснял, не знаю, что ты мне объяснял, но власть Крыма понимает, что произошло в Киеве.
не согласна с этим. Также власть Крыма понимает, что сами они не вывезут. Но власть Крыма ничего они предпринимают соответствующие шаги. Ничего не решала. Власть Крыма ничего не решала. Путин в своем фильме «Крым. Путь домой» сказал своим ртом, что 23 февраля приняли решение по возвращению Крыма. Путин. Он не сказал, что люди хотят или еще что-то. Мы приняли решение. Тебе видео поставить, как он это говорит? Мы решение 23 февраля. Я прекрасно понимаю, начать работу по возвращению Крыма. Вот и все. Все, Путин решил. Народ Крыма никто не спрашивал. Никто не спросил. Спросил. Они предприняли шаги. У Путина большая, так сказать, возможность. У него есть целые структуры, разведывательные управления. И он также знает, что происходит там. Эти структуры сделали тот запрос за несколько часов и поняли, что надо Крым освобождать. Федя, вы правда не понимаешь, что вот эти постановления это предпосылки. Если народ был бы не согласен, эти постановления это все Филькина грамота была бы. Никто бы не пришел на этот референдум. Референдум не Филькина грамота, референдум не Филькина грамота. Посещаемость референдума какая была? Не можешь напомнить? До этого никто не знает. Там не было официальных наблюдателей международных. Никто не знает, Они были приглашены, но они... Знает. Первое, по какому закону был проведен референдум? Давай же... По тому же самому закону, по какому Украинская ССР отделилась от Советского Союза. По тому же самому закону. По какому? Название закона. В связи с возникшим в столице государственным переворотом, с чувством опасности. Что это за закон такой? Это кто выдал? А это какой закон? Это как раз вот на самоопределение мы ссылаемся. Подожди, Союз развалился, Союз перестал существовать. Что? Не развалилось? Ты пропадал, звук пропадал у тебя. Что Союз? Союз что? Союз развалился. Он перестал существовать. А Украина в 2014 году не развалилась. Он не развалился, Союз. Это были действия предательские. И кто кого предал? Те люди, которые принимали решения, они не имели права этого делать, понимаешь? Ты про 16 декабря, Алматинское вот это вот собрание... Подожди. Если Россия не согласна, что Украина что-то как-то не так сделала, почему там 20 лет после развала Союза Россия нигде не заявила, ни ВОН, нигде, что Украина что-то не сделала. Все эти тыкаете, Россия пока ни при чем. Россия ни при чем. Ну понятно, это не Россия Крым захватила, это инопланетяне пришли и провели референдум. Российские войска предоставили... Что ты хороший. Российские войска предоставили безопасность. Ну это так, российская сторона говорит. Вы говорите обратное. Ну почему мы не могли с тобой прийти разобраться, да, что к чему? Я-то как, ну я-то ничего не знаю, я хотел, по вершкам-то так наслышался, я хотел разобраться с тобой, а ты ушел. Ну так нехорошо. Задолбали вы со своими вот этими вот законами. Если бы вы их соблюдали, можно было бы разговаривать о законностях. Вы плевать хотели на свою собственную конституцию, переписали все, что можно, выгнали депутатов, которые были... Кого выгнали? Вы их с окон выкидывали. Которые были против, которые говорили, что это незаконные действия. Судьи вот этих своих конституционных люстрировали. В баке там, это ж все в Ютубе, все вот так вот на тарелочке. Как вы в мусорные баки людей кидали. За что вы их кидали? За то, что они останавливали беспредел в вашей стране? Получите, распишитесь.